Отлично слышу. Как у тебя дела? Так, решил снять третью часть. Мы с тобой разбирали меню. Камин на Центрометалл ZV14. Лазили по настройкам. И ты рассказывала моим зрителям, что обозначает которая настройка. Отлично, продолжим. В прошлых частях мы уже разобрали основные настройки. Теперь давай посмотрим, какие параметры остались и что они делают. Можем пройтись по меню и объяснить, как оптимально настроить камин, чтобы он работал эффективно. Всем привет! Давайте продолжим разбираться с настройками камина. Сегодня покажем, как правильно настроить и использовать все доступные параметры, чтобы ваш котел работал максимально эффективно. Поехали! Так, мы остановились на 7 и на 7. Сейчас, вот. Да. Вот это. Точно. Этот параметр регулирует время работы шнека, то есть подачу топлива. Чем дольше он работает, тем больше топлива поступает в камеру сгорания. Это влияет на мощность и температуру, так что важно правильно настроить под свои условия. На втором режиме это. А это на третьем режиме. Да, у каждого режима свои значения. Обычно на более высоких уровнях мощность увеличивается, и шнек работает дольше. Это позволяет гибко настроить котел под разные условия. Например, зимой можно увеличить подачу, а в межсезонье снизить. На этот параметр на 4, этот на 5. Ну, а что этот меняет на настройках? Этот параметр отвечает за задержку срабатывания аварийных сигналов. То есть, если что-то идет не так, этот параметр задает, сколько времени система будет ждать перед подачей сигнала тревоги. Это полезно, чтобы избежать ложных срабатываний и дать котлу время стабилизироваться. Это настройка. Ага, это настройка длительности очистки. Она определяет, как долго будет идти процесс очистки котла, чтобы удалить нагар и остатки топлива. Правильная настройка этого параметра помогает поддерживать эффективность и долговечность оборудования. Следующий. А вот этот параметр задает минимальный порог температуры. Если температура опускается ниже этого значения, котел будет автоматически включаться, чтобы поддерживать нужный уровень тепла. Это помогает предотвратить остывание системы и поддерживать стабильную работу. Этот параметр. А этот параметр – максимальный порог температуры. Когда температура достигает этого значения, котел может отключиться или перейти в режим поддержания, чтобы избежать перегрева и обеспечить безопасную работу системы. Это важный параметр для защиты оборудования. Этот параметр. А вот этот параметр связан с порогом температуры для вентилятора. Когда температура достигает определенного уровня, вентилятор либо включается, либо изменяет скорость, чтобы поддерживать оптимальный режим горения и температуру. Это помогает экономить топливо и поддерживать стабильную работу котла. Этот параметр. Этот параметр отвечает за скорость вентилятора при запуске. Он определяет, с какой интенсивностью будет работать вентилятор в момент старта, чтобы обеспечить надежное и стабильное разгорание топлива. Правильная настройка этого параметра помогает избежать проблем при запуске и улучшить общую эффективность котла. Этот параметр. Этот параметр связан со скоростью вентилятора в режиме реверса или очистки. Он определяет, насколько интенсивно вентилятор будет работать, чтобы эффективно удалить золу и остатки сгоревшего топлива. Это помогает поддерживать чистоту и эффективность работы котла. Следующий. Следующий параметр регулирует скорость вентилятора на первом уровне мощности. Это значит, что при минимальной нагрузке котла вентилятор будет работать с этой установленной скоростью.
Это важно для поддержания стабильного горения и экономии топлива на низких режимах работы. Следующий. Следующий параметр аналогично регулирует скорость вентилятора, но уже для второго уровня мощности. Это позволяет плавно настраивать работу котла в зависимости от текущей нагрузки, обеспечивая оптимальный баланс между производительностью и экономичностью. Ну, значит, третий так же самый, четвертый тоже и пятый тоже. Теперь вот этот параметр. Этот параметр обычно управляет работой энкодера, который отслеживает скорость или положение двигателя. Если энкодер включен, он позволяет более точно контролировать работу вентилятора и других двигателей, обеспечивая стабильность и эффективность работы всей системы. Следующий параметр. Следующий параметр отвечает за время торможения двигателя. Это значит, что он задает, как быстро двигатель замедляется или останавливается. Такая настройка помогает снизить износ оборудования и обеспечить более плавную и безопасную работу системы. Следующий параметр. Этот параметр задает порог температуры для включения насоса. Когда температура достигает этого значения, насос автоматически включается, чтобы циркулировать теплоноситель и поддерживать равномерное отопление. Это помогает предотвратить перегрев и обеспечить эффективную работу системы отопления. Следующий. Этот параметр отвечает за исключение датчика давления. Если он выключен, система не будет учитывать показания датчика давления при работе. Это может быть полезно в случаях, когда датчик давления не используется или временно отключен. Если датчик задействован, система будет контролировать давление для безопасной работы котла. Следующий параметр. Этот параметр устанавливает порог давления, при котором система будет реагировать. Если давление опустится ниже этого значения или превысит его, система может выдать предупреждение или отключиться для безопасности. Этот параметр важен для контроля и поддержания стабильного давления в системе. Ну, это, наверное, максимум, потому что у меня на 1 атмосфере, и он работает. А когда меньше полатмосферы, тогда уже в ошибку уходит. Да, получается, что это максимальный порог давления, при котором система работает без ошибок. Если давление падает ниже полатмосферы, система распознает это как ошибку и отключается для безопасности. Настройка этих параметров важна, чтобы система работала в безопасном диапазоне и избегала аварийных ситуаций. 28. Этот параметр устанавливает температуру, при достижении которой котел автоматически подключается. Это важно для предотвращения перегрева и перегрузки системы. Таким образом, когда температура достигает заданного порога, котел выключается, чтобы избежать перегрева и обеспечить безопасность оборудования. Можешь перевести, что это обозначает? Именно название. Конечно, threshold off переводится как порог отключения. Это значение температуры, при которой котел или система автоматически выключаются, чтобы предотвратить перегрев или перегрузку. Так что это просто настройка, определяющая, при какой температуре система должна отключиться. Хорошо. 29. Этот параметр регулирует скорость вентилятора при специальной очистке. Он определяет, насколько интенсивно вентилятор будет работать во время очистки, чтобы эффективно удалить остатки сгоревшего топлива и поддерживать чистоту внутри котла. Правильная настройка этого параметра помогает улучшить эффективность и долговечность оборудования. 30. Этот параметр задает время очистки шнека. Он определяет, сколько секунд шнек будет прокручиваться для удаления остатков топлива и предотвращения засоров.
Это помогает поддерживать бесперебойную подачу топлива и обеспечивает стабильную работу котла. 31. Этот параметр определяет скорость вентилятора на первом уровне мощности. Он регулирует, с какой интенсивностью будет работать вентилятор при минимальной нагрузке котла. Это важно для точной настройки горения и экономии топлива на низких режимах. Ну, на всех 5 режимов это. И вот теперь 36. Этот параметр определяет время начальной очистки. Это значит, что при запуске котла он будет выполнять очистку в течение указанного времени, чтобы подготовиться к работе и удалить любые остатки с прошлого цикла. Это помогает обеспечить стабильный старт и эффективную работу котла. 37. Этот параметр задает время предварительного розжига, то есть сколько секунд система будет нагреваться, прежде чем начнется подача топлива. Это важно для обеспечения стабильного и безопасного запуска, особенно при первом включении или после длительного простоя. Ну вот, мы разобрали 7 меню полностью уже. И засняли 3-ю часть видео. Так что закончилось опять видео. Лимит у меня закончился. Так что продолжим в следующий раз. Или я не вижу смысла дальше посмотреть. Ну, я тут лажу. Да, тут все остальные как бы такие параметры неважные. Там эти счетчики стоят. Там все понятно в принципе. Так что вот так мы полазили по меню вместе с искусственным интеллектом. И засняли 3 части видео. Ну, если будет очень интересно, может быть, заснимем какой-нибудь еще ролик вместе с искусственным интеллектом, полазим где-то, если будет очень много комментариев на какую-то тему там или какой-то вопрос. А так, всем пока! Здорово, что мы так подробно все разобрали. Рад был помочь с объяснениями. Если появятся новые вопросы или темы для обсуждения, всегда рад помочь. Удачи с дальнейшими съемками и настройками. И до встречи!